Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько важных событий. Канцлер Фридрих Мерц обсуждает жесткие меры в ответ на нарушение воздушного пространства НАТО. Министр обороны Борис Писториус объявляет о многомиллиардных вложениях в космическую оборону, а концерн Bosch готовится к масштабным сокращениям тысяч рабочих мест. При этом Европа сталкивается с тревожной нехваткой важного сырья. Международные агентства пересматривают рейтинги, а в космосе начинается гонка от заказов Ariane 6 до проектов Бундесвера. Я разберу, что стоит за этими событиями, какие последствия они могут иметь для Германии и всей Европы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые важные последние новости Европы и Германии. Итак, канцлер Фридрих Мерц из партии Христианско-демократический союз ХДС подтвердил решимость правительства действовать жестко в отношении дальнейших нарушений воздушного пространства Германии и стран-членов Североатлантического альянса НАТО. Он подчеркнул, цитата, «Мы не позволим, чтобы эти нарушения продолжались». Свое заявление Мерц сделал после встречи с главами правительств восточных земель в замке Этерсбург неподалеку Веймера. Он пообещал предпринять все необходимые меры для эффективного сдерживания подобных случаев и защиты воздушных границ. В то же время канцлер воздержался от прямого ответа на вопрос, будет ли применено силовое принуждение в отношении самолетов, нарушающих воздушное пространство стран НАТО. Напомню, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил за возможность такого шага в случае нарушения. В НАТО на днях было заявлено, что Альянс готов применять как военные, так и невоенные средства для отражения угроз и защиты своих воздушных рубежей. Видим, что Германия под руководством Фридриха Мерца готова укреплять оборону и реагировать на провокации в небе. Вопрос остается открытым, насколько решительно будут действия и как это скажется на международной обстановке. И это только начало. Министр обороны Германии Борис Писториус из социал-демократической партии СДПГ объявил о масштабной программе укрепления космической обороны. По его словам, до 2030 года правительство намерено инвестировать 35 миллиардов евро в создание безопасной архитектуры в космосе. Среди ключевых элементов программы это развитие спутниковых созвездий, строительство наземных станций, обеспечение защищенных стартовых возможностей и внедрение сервисов управления. Борис Писториус подчеркнул, что системы должны быть устойчивыми к сбоям и кибератакам. Кроме того, министр отметил, Германия готова обсуждать офенсивные способности в космосе, то есть системы, способные действовать активно в случае необходимости. Даже в космосе мы должны быть способны к сдерживанию, чтобы быть обороноспособными, подчеркнул Борис Писториус. Он также предупредил о серьезной угрозе. Российские спутники, по его словам, уже сейчас отслеживают немецкие разведывательные аппараты, и Китай и Россия, утверждает Писториус, активно развивают методы воздействия на спутники от помех до манипуляции, даже вывода из строя. Министр заявил, что для управления системой Германии потребуется собственный военно-спутниковый операционный центр под ведомством космического командования Бундесвер. Германия делает решительный шаг в сторону превращения космоса в новый театр обороны с инвестициями и возможностью не только обороняться, но и отвечать. А далее новость, которая вызывает обеспокоенность. Крупнейший в мире производитель автозапчастей концерн Bosch объявил о планах по дополнительному сокращению, внимания, 13 тысяч рабочих мест на территории Германии к 2030 году. Особенно в подразделении Mobility, подразделении, занимающемся автокомпонентами. По словам трудового директора Bosch Штефана Гроша, эти меры необходимы, чтобы ежегодно экономить около 2,5 миллиарда евро и сохранить конкурентоспособность компании в условиях снижающегося спроса на автомобили и перехода к электромобилям. Уже в прошлом году Bosch, я напомню, сократил порядка 4,5 тысячи рабочих мест в Германии. Теперь объем сокращения значительно возрастает. Профсоюз IG Metall резко отреагировал на объявление. Председательница Кристиана Беннер заявила, что такие сокращения настолько масштабны, что они угрожают не только сотрудникам, но и промышленным регионам. Отмечается, что одним из ключевых факторов сокращения является именно структурный кризис в классической автомобильной индустрии, конкуренция, глобальные цепочки поставок, технологические сдвиги и необходимость инвестиций в новые сегменты делают старую модель затратной. Планируется, что затронутые предприятия, расположенные в Баден-Вюртемберге, Сааре и других федеральных землях. Таким образом, компания Bosch готовится к крупнейшему за последнее время шагу по сокращению штата, направленному на адаптацию к вызовам автомобильной трансформации. Далее очень интересная новость, на которую стоит обратить внимание.
внимания. Компания Arianespace получила заказ на вывод в космос спутников для Бундесвера. Ракета-носитель Ariane 6 доставит на орбиту 2 новых спутника связи, которые заменят устаревшие модели и обеспечат Германии защищенную военную телекоммуникацию нового поколения. Запуски будут осуществляться с Европейской космической станции в Куру, французская Гвиана. Предполагается, что новые спутники будут работать не менее 15 лет. Генеральный директор Arianespace Мартин Сиан заявил, что Европа с помощью Ariane 6 вновь получает возможность запускать спутники без необходимости согласования со сторонними державами. Кроме того, Сиан подтвердил, что компания уже ведет переговоры о возможных заказах на изготовление баллистических ракет для Германии. При этом он подчеркнул, что технологии остаются под контролем Франции и решение о совместной программе может приниматься только с ее учетом. В рамках проекта также планируется сотрудничество с немецким центром аэрокосмических исследований по разработке новых оборонных систем, включая методы наблюдения и мониторинга активности в космосе. А дальше новость с экономическим оттенком, связанная с рейтингами и оценками финансовой стабильности. Недавно международные рейтинговые агентства провели очередной пересмотр оценок способности государств и компаний выполнять свои обязательства. Объектом внимания стали крупнейшие экономики Европейского Союза, в том числе и Германия, ее ключевые промышленно-финансовые структуры. Согласно аналитикам, Германия получила стабильный инвестиционный рейтинг, который отражает высокое доверие к ее кредитной надежности. При этом специалисты прогнозируют, что в случае ухудшения макроэкономических условий или нестабильности в финансовых рынках рейтинг может быть пересмотрен в сторону понижения. Особое внимание в оценках уделяется именно уровню государственного долга, бюджетному дефициту и способности правительства реагировать на внешние шоки. В этих изменениях Германия пока выступает сильнее многих своих соседей благодаря устойчивому фискальному курсу и развивающемуся экспортному сектору. Однако аналитики предупреждают, рост конкуренции в мировой экономике, колебания цен на сырье и энергетические риски могут создать давление на рейтинговые оценки. В ближайшие кварталы многие агентства будут следить за динамикой ВВП, уровнем инфляции и отношением долга к ВВП. Итак, Германия пока сохраняет высокий кредитный свой рейтинг, но отсутствие запаса прочности на фоне глобальных вызовов может вскоре поставить этот статус под угрозу. И это еще не все. Тревожная новость о нехватке важнейшего сырья в европейской промышленности. Сообщается, что европейская индустрия испытывает серьезный дефицит. Германия ключевого полупроводникового материала, используемого в микрочипах, оптоволоконных кабелях, солнечных панелях и оборонной технике. В СМИ говорится о сильной обеспокоенности среди предприятий из-за резкого падения поставок. Основная причина кризиса – Китай, который с 2023 года постепенно ужесточил экспортные ограничения на Германию. В начале этого года его экспорт в Соединенные Штаты Америки сократился, внимание, на 95%. Поставки в Европу за первое полугодие упали, внимание, почти на 60%. По словам эксперта Кристиана Хеля из торговой компании Tradium, ситуация воспринимается как чистое изумление в отрасли. Он считает, что сейчас на рынке Европы отсутствует тот объем Германии, эквивалентный годовому мировому производству. Цены на Германию уже удвоились за 2 года, а потребители сейчас готовы платить практически любую цену, чтобы обеспечить свои цепочки поставок. Эксперты предупреждают, было бы разумно еще в 2023 году начать накапливать стратегические запасы и развивать переработку и вторинное использование. Но теперь, когда Китай практически перестал экспортировать Германии, возможности для восстановления запасов ограничены. Китай явно демонстрирует силу на рынке критически важного сырья, европейские производители оказались уязвимы. Германия, которая зачастую не заметен широкой публике, теперь становится фактором, ставящим под вопрос стабильность отрасли от электроники до обороны. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.